Марина, доброе утро. Здравствуй. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайные истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что можем вам предложить персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. А сейчас, Марина, прими самое удобное положение для твоего тела и расслабляйся. А теперь, Марина, на счете 3 подключись ко всей информации, связанной с рейсом MH370. 1, 2, 3 малазийских авиалиний. Марина, ты подключилась? Не знаю. Мгм. Мгм. На счете 3 ты увидишь все вот эти информационные потоки. 1, 2, 3. Ты их увидела? Ну, возможно, я смотрю сейчас на уже какие-то обломки Ну, на все, что связано с... транспортного судна. Это самолет же, да? Да, Большой. это пассажирский самолет, который исчез. Но я Хорошо. не знаю про Мгм. этот рейс ничего. Я Хорошо. смотрю сейчас, ну, все, что видно Мгм. было, это, как это скажем, упавший самолет. Упавший, и его как-то он вдоль, условно, левая половина только не поперек перерезан, скажем так, а вдоль. Левая половина корпуса есть, а правая как Мгм. вываленная наружу. Хорошо. На счете 3 перенеси свое сознание в момент времени 7 марта 2014 года. Время 23:40. Это время аэропорта Куала-Лумпур. Я скорее в самолете сейчас. Мгм. Что ты Я ощущаешь? ощущаю, как он условно стремительно м, мчится. Мгм. Ну, то есть что-то чрезмерно быстрое по направлению вниз. Но-то момент его взлета. Нет, скорее уже паника какая-то такая. Как-то очень быстро все и вниз падает. Почему? Хорошо. Сейчас. Подожди, не торопись. Мгм. Мгм. Ну вот я ощущаю движение вниз, но оно больше похоже, знаешь, на, я не знаю, на когда аквапарк катаешься по этим горкам. Да, резкая Вот такое вот, нет, не потеря. резкое вниз, а в трубы это такой, Мгм. как это скажем, плавно спускающийся, вот так вот, какая-то, как в трубе идешь, и а Потеря крика нет, невесомости, да? крика нет, ора нет, потому что все в шоке, и чисто в панике никакие. Нет, вот маски болтаются автоматически выброшенные, но все люди просто в шоке. И это как бы и вниз вот
Стремительное падение такое. Свет Марина, есть еще. мгм. Давай на счете 3 мы отправимся в тот момент, когда он только собирается взлетать с аэропорта. Один, два, три. Ну, тот же салон, настроение Мгм, у людей нормальное, приподнятое, мгм, все как просто кто-то проходит, кто-то мгм. садится, вот усаживается, рассаживается по своим местам. Какая там энергия витает вокруг этого самолета, рейса? Внутри все позитивно, я Все имею в виду. Внутри позитивно. обычные вот Мгм, человеческие сборы. Я как бы не чувствую внутри чего-то необычного. Надо куда-то в другое место мгм. посмотреть. А подойди, Мне хочется внизу где-то посмотреть. Давай под- облетим как-то давай оружие подойдем со сперва стороны транспортных. там, где находится экипаж. На счете 3. Да, мне Один, больше два, хочется... три. Ладно, экипаж. Мы успеем. Мгм. Войди в контакт с коллективным сознанием экипажа. А у них какой-то чуть-чуть спор. Мгм. Каково их эмоциональное состояние? У них немного спор. Здесь, ну, нет такой расслабленности. Аж по какому поводу идет спор? Вот, как это скажем, главный пилот, наверное, спорит с Мгм. тем, кто рядом, по поводу, как надо что-то сделать. Словно лучший путь, лучший способ что-то сделать. У них разное мнение. Мгм. Это а, какая-то оценка готовности самолета Скорее нет. или это не связано с... Это связано с полетом. Это с какими-то другими обстоятельствами связано, Мгм. но тоже связано с полетом. То, что Мгм. им на пути может или встретиться, или... То есть, условно, мне хочется сказать, что самолет, ну, как бы готов. Готов. Еще раз, давай их как-то послушаем. Хорошо. Посмотри на счете 3. Если какое-то фоновое чувство тревоги или ожидания, о чем идет спор, с чем он связан? На счете 3. Один, два, три. Что-то им может встретиться на пути. Как будто можно, грубо говоря, пойти или одним путем, или вторым. Как-то вот сделать одним способом что-то или Мгм. другим способом сделать что-то. То есть это какая-то предварительная настройка самого полета, траектории полета, да? Вот типа такого больше. Мгм. Это связано с погодой или Какое-то с... препятствие там может быть. Мгм. И один говорит, нужно одним способом делать, другой говорит, нужно другим способом делать. Но превалирует какой? Командира или второго пилота? У кого больше доводов для принятия решения? Давай еще раз, пожалуйста, команду, чтобы я услышала. Хорошо, на счете 3 ты услышишь четко, чье мнение превалирует и берет верх. Один, два, три. Ну, Это мнение командира или второго пилота. мне кажется, командир в итоге под своим, как это условно, я тут Мгм. То главный, есть я своим. тогда решаю. Мгм. А этот под сомнение ставил этот вариант. Мгм. Хорошо. Там что-то, условно, транспорт, ну, судно готово к полету, но есть Мгм. какие-то нюансы, которые могут подвести, что ли, или что, и этот вот на них, условно, не знаю я, что это может быть. Что-то может случиться, если вот таким способом делать, а что-то не случится.
И он, ну, младший, как это, помощник на это апеллирует, что может быть какая-то стрёмная ситуация, если вот условно туда пойти. Мгм. Хорошо. Марина, на счете 3 сосредоточься на самом объекте, на Боинге 747. На чем? На Боинге, на Ага, на самолете. самолете. М. 1, 2, 3. Чувствуешь ли ты его душу и его механическое состояние? Есть ли его системы какая-то скрытая неисправность? Он такой забавный, игривый, готов полетать. Мгм. Или есть какое-то рукотворное вмешательство? Или запрограммированное какое-то воздействие, которое... Давай посмотрим, как это скажем, вот в одно место под, Хорошо, под, под передними шасси чуть выше. хорошо. Давай на счете три пройдись и осмотри внимательно состояние, начиная спереду. Что тебе сообщает о кое-каких возможных неисправностей или что-то тебе привлекает внимание? Меня привлекает внимание одно место, но я не могу понять, что там. Попробуй дать команду четче, чтобы мне стало понятно. Хорошо, ты сосредоточена на том месте, а на счете три откроется очень четко вся картина, которая привлекла тебе внимание. 1, 2, 3. Пускай сама душа самолета тебе об этом скажет. Что там находится? Почему это место тебе привлекает? Что он хочет тебе сообщить по этому поводу? Ну, не знаю, сейчас вижу, как обшивка, может, слетела с этого кусочка, который меня привлекал. Какая-то Мгм, там дыра, скажем так, образовалась. мгм. Она не была исследована теми, кто проверяет на Земле и готовят самолет. Нет, нет. Всё, ну, на твой вопрос ответ нет. Мгм. В смысле, все было там хорошо. Исследуй дальше. Исследуй его багажное отделение. Может Я быть, не там. знаю, где находится багажное отделение. У меня все вот выше Мгм. шасси впереди, ну, условно, если самолет представить как живое существо, то в районе груди, вот впереди. Да. Вот туда все обращает внимание. И не знаю, там багажное, не багажное, нет, вряд ли. Багажное должно где-то быть. Где-то должно быть, я не знаю где. Где-то посередине. Не, мне вот вперед, на Мгм. грудь. Мгм. А с одной стороны все смотрится туда. Я не знаю, что там находится у самолетов. Марина, на счете три. Просканируй информационное поле вокруг самого события. Это случайность, цепь трагических совпадений или это был акт сокрытия? 1, 2, 3. Не понимаю, что ты имеешь в виду под актом сокрытия, но это что-то условно у мироздания, скажем так, Мгм. специально сделанное, то есть как-то запланированное событие. Запланировано. Есть кто-то вовне самолета, кто в курсе от того, что будет происходить. Ну, Да? в смысле, все высшие силы в курсе. Все высшие силы в курсе. Но на Земле никого нету, да? Который знал бы. Скорее нет. Мгм. Но от вот этого выбора чего-то, пути,
или что могло быть? Ну, вот тот спор Другой был. результат, да? Да, 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 да. Мгм. Хорошо. Теперь, Марина. Еще что-то здесь есть. Можно Мгм. еще вот эту тему Да, спросить. да. Задавай вопрос, потому что что-то тут еще есть. С чем связан вот этот выбор? Коль был выбор, почему превалировал выбор командира этого самолета, а не его помощника? Это какой-то, не знаю, чуть ли не повторяющийся персональный урок. Конкретно его или вот кого-то там, одного или второго. Ну, разве можно? Ну, условно, жертвовать всеми остальными Да, при этом. да. Как-то вот у них какие-то там Какие-то общие общие, какие-то узелки существуют, да. кармические. Это все так как-то было подобрано грамотно. Мгм. То есть все пассажиры, включая экипаж самолета, они были в чем-то вовлечены в других Так своих. или иначе, все были в процесс, ну, Мгм. вовлечены в взаимодействие, ну, вот, наверное, с пилотом. Сейчас мне больше кажется, с пилотом как-то. Но от его какого-то решения могло Мгм. пойти все по-другому. Это урок для всех или это урок для пилота? Я бы сказала, для пилота. А для всех как? А что же тогда для всех? Если долги какие-то ему, то что это может быть? Ну, я слышу просто такие слова. Мгм. Какой же тут может быть долг? Дай какую-нибудь команду по четкости, ясности. Хорошо. На счете три ты четко увидишь причину вот этого события, откуда она сформировалась, с какого инкарнационного периода. Один, два, три. Каким образом они взаимосвязаны? Это Я, мне кажется, вижу не одну даже у них такую же ситуацию, где мгм, условно он вершит судьбы этой группы. Тут, мгм, мне кажется, знаешь, и какая же это эпоха какая-то, когда он правитель, они какие-то подчиненные, но там все мгм, пески какие-то там, да я даже эпоху сейчас не пойму. Ну, то есть, условно, тысячи лет назад что-то. И тут даже, и, мне кажется, и времен Второй мировой что-то. Условно, там, не То есть знаю, это повторяющаяся немец и евреи. какая-то. Да, и вот тут теперь так. И почему они все вот этой вот единой группой с ним вот так вот связаны? Хорошо, Марина. Нет, Давай. интересненько же. Мгм, Почему они тут связаны так? мгм. Так мы возьмем постепенно. Ну, еще можно раньше пойти, Мгм. до... Давай, отправимся в тот самый момент, где они в первый раз встречаются. Ага, При он каких какой-то, обстоятельствах, да. я ситуацию примерно проведу. Условно, какой-то он нормальный, хороший человек, который что-то людям условно делает какое-то добро, а они его, как общество, живущее в одном месте, Мгм, не любят, не ценят, убивают, и это каждый, кто бросил в него камень. мгм, Вот прям физически. мгм.
за что-то вот условно на пустом месте нормального человека, за что-то, за то, что он вот какой-то изгой в обществе. И это все, кто бросил в тот момент в него камень. Вот эта толпа условно, вот они вместе и Он что-то дальше. произносит в тот самый момент, когда на него камни. Нет, Какое-то здесь нет никакого проклятие проклятия. Нет. нету. Мгм. Это скорее как урок понять. Он как призывал их к чему-то адекватному, условно, к доброму и Мгм. светлому чему-то. А посмотри, что творится на тонком плане с этими, которые бросают камни. Кто-то ими управляет. Ну, я слышу, скажем, эти в уши, когда под это подговаривание Мгм. кто-то. Но это Шепчут. такие, скорее громко там, брось, брось, ну, допустим, так. Это Мгм. скорее просто какие, не вижу глобальности, просто Мгм. какие-то личные там бесы каждого. Я чего-то глобального не вижу. Но Но что-то, сейчас, что-то, может, еще раз, как же надо условно собрать потом эту толпу зачем-то вместе. Мало ли кто, ну, скажем, мог бросить камень, всегда же это да, случается, но посмотри, почему толпа дружно ходит потом? да, почему один пример стал заразителен для всей толпой. Кто тот, кто бросил камень? Посмотри на счете 3. 1, 2, 3. Я бы сказала, что это второй пилот. Мгм. Первым бросил, У меня тоже такая. а остальные М, подхватили. мгм, мгм. Хорошо, Марина, давай на счете 3 посмотрим другую. Подожди, пожалуйста, мне интересно, почему же они так дружненько теперь все ходят? Что же все-таки произошло в этот момент? Почему? Ну, условно, ну мало ли бросил камень, вся толпа бросила, но ведь это могло и просто завершиться. Почему оно организовывается из раза в раз? Где-то глобальная связь сформировалась в тот самый момент. Может быть, просто его желание отомстить, что ли? Так и я хочу об этом. Коль ты сказала, что нету никаких произнесенных Ну, или проклятий я не проклятий. слышала, а вот какое-то Мгм, внутреннее желание отомстить мгм. всем как-то. Мысль возникла у него. Мгм. То есть вся его сила вкладывается, последняя сила вкладывается в эту мысль отомстить всем. Ну ладно, а чего он в следующий раз не отомстил? Он же из раза в раз мстит. Хорошо. На Ну, счете 3 условно, когда отправимся в он... следующую Вот ситуацию. он правитель, они Мгм, какие-то перед ним вот на коленях стоят и мгм. возносят там ему что-то, а он к ним так свысока и пренебрежительно как-то. Просмотри, что происходит дальше. Здесь я убийства не вижу, просто он условно упивается своей вот такой вот властью и Властью. сладкой Мгм. жизнью, Унижая, да? а они все, да, в гонении, в мучении. Это обоим сторонам урок, то почему он здесь не, как это скажем, что еще больше закрутилось, почему он Мгм, здесь не разошелся? Ну, потому что он упивается, он мгм. кайфует, То есть он это во времени старается смаковать это, он да? смакует факт. Мгм. И что дальше происходит?
Он умер, и они опять его, ну, условно загнобили по... То есть второй... Ну, он там умер не скоро, скажем, а по какой-то там причине, и они Мгм. опять каждый счел своим долгом пнуть его Мгм. и плюнуть. То есть вторая серия. Такая же. Мгм. Хорошо, отправься в следующий на счете три. Один, два, Здесь он три. какой-то немецкий офицер, Мгм. а они какие-то, скажем, ну, как те, кого надо покарать с его точки зрения. Мгм. И точнее даже не надо. Ну да, тоже просят какие-то жители чего-то там, а в его воле их, ну, в той ситуации скомандовать, чтобы все уничтожили. Вот он это и делает. Просто, как это скажем, отношения у него как... То есть желание мстить у него все время. Так, что у него здесь? У него он их просто как к не человеком относится, а как, не знаю, как щенков утопить, как котят в ведре утопить. Такое вот эго-эго прям выше-выше. Эго тут очень сильно Зашкаливает. зашкаливает, да. Мгм. И следующее вот уже это этот капитан корабля. Этот капитан И вот тут, как я судна. говорила, может опять вот это эго, что я условно лучше, я знаю, как надо Мгм. поступить в той или иной ситуации. Хорошо, Марина. Давай посмотрим хронологию событий в полете. Давай. Приблизься к моменту последнего радиоконтакта. Доброй ночи, Malaysian 370. Что на самом деле происходит в кабине экипажа в этот миг? Сейчас пока Мгм, все нормально. мгм, Летим. мгм. Посмотри, отключение транспондеров. Акарс и Моди С. Понятия не имею, о чем ты. Это, Сейчас Не надо говорить, наверное. да, посмотри. Перенесись в кабину. Чья рука нажала кнопку отключения транспондеров? Тут я еще пока не знаю, на как что-то какая-то красная точка мигает на их циферблатах. Мгм. Не знаю, где, что, вот у пилота слева На панели на управления, да? нижнем, да, этих панельках, экранчике какая-то красная точка замигала. И такая началась легкая, типа, паника. Что-то такое, что-то за красная кнопка. О чем она Точка сообщает? на экране. Мгм. Это на экране отслеживания пространства или... Мне скорее кажется пространство, да. Мгм. Что это за точка? Отправься на счете 3 в то самое место, в то самое место пространства, где эта точка находится. Один, два, три. Посмотри, что это за объект. Но на физическом плане там ничего нет. Да. А на тонком Хочется сказать сопровождение. сопровождение. Кто-то сопровождает. Это что Уже за... как-то больше, знаешь, как, не знаю, проведение, как по готовности. Это кто-то из нижних темных, То есть, условно. Раз уже решили, выбор такой сделан, мгм, то вот уже подлетают. чтобы забрать эти души, каково у них?
цель Скорее организовать мероприятие. Ну, организовать условно, вот эту поломку, как неисправность какую-то. Так почему отслеживание полета было отключено? И кем это было сделано? Сам капитан это? Ну, я, мне кажется, наблюдаю некую вот панику в кабинете, в М, кабине. мгм, И, как это скажем, когда ты начинаешь на все подряд мгм. уже Нажимать. пытаться что-то сделать, да, и на все подряд нажимать, а ничего не получается, потому что уже начало вниз падать. Мгм. А Терять что, высоту а начали. что способствовало этому событию? Почему стал падать Так, давай, самолет? я уже падаю. Давай верни меня чуть-чуть назад, когда еще летим ровно. На Это я счете уже. 3 отправься в тот самый момент, перед тем, как начинается нечто происходить с самолетом. Один, два, три. Он летит, и его чуть-чуть потряхивать начало. Мгм. А Как вот знаешь, посмотри. попадаем в Мгм, турбулентность, оно мгм, так потряхивает, но это как-то условно периодично. Очень грубо, типа летишь 5 секунд ровно, потом мгм, 3 секунды трясет, ровно мгм, мгм. трясет. Но это И он, турбулентность, внешнее влияние, это какие-то потоки или что? Или есть это уже какая-то начинается дело, как это на скажем. самолете нечто, что-то происходит в его корпусе, что-то там Сейчас. мешает. Посмотри. Мне кажется, вот это и обшивка начинает, вот та, про которую я говорила, Разрушаться, отлетает вот в одном отлетая. месте. Вот этот, как это скажем, кусок Мгм. корпуса. И нарушается аэродинамика, да? Ну, наверное, да. Его Мгм. от этого потряхивает периодически. Мгм. Сейчас мы летим. Мгм. Вот это потряхивает. Он начинается, типа, паника. Ну, условно, не паника пока, а такое, типа, что случилось? Что Мгм. вообще, ну, темнота, условно, никого нет, все только горят приборные панели, все в таким полудреме, типа, он будет всех, капитан этих, начинает будить там. Ну, потому что они были на такой высоте обычной, безопасной, где Мгм. просто чилят все, ну как, по приборам же летят и летят, обычно спокойно проходит все по ровной линии. А тут вот что-то случается это отвлекает внимание. Мгм. Точка. Продвигайся во Сейчас, времени. сейчас, иду. Мгм. До следующих таких. Непонятно у него, что за это он. Посмотри, кроме нарушения обшивки, что-то еще нарушается. Сейчас, пока я еще опять лечу условно Мгм. на легкой панике. Мгм. Еще все еще пока ничего глобально не происходит, пока только беспокойство у них. Слушай, может быть, какие-то передаются указания. Ну, пока проверь то-то, проверь сё-то. Что-то у меня тут не по Может, какие-то. показателям не в порядке. Посмотри, у него, у капитана, возникает эта мысль Какая? об мщении. Сейчас он сконцентрирован Мгм. на этом, у него такой мысли нет. Ну, на Мгм. корабле, У на него, работе. он рассудок у него в норме, Преобладает сейчас. Сейчас, да, вот в данный момент он да. просто пытается выровнять Мгм. ситуацию. Продвигайся дальше во времени.
Ну вот он начинает терять высоту, и уже тут вот начинает То есть он скорость начинает терять, и одновременно и со нажимать скоростью... на все кнопки там, ну, типа, когда Мгм, мгм. в желании Какая-то что-то сделать, кнопка есть что-то нажал, с и ошибкой, да? Что-то спровоцировало дальше ухудшение ситуации. Уже как бы все условно, ну, Мгм. летим вниз, а он пытается Посмотри, самолет нажать. разворачивается со своего курса. М, Не могу ничего сказать про это. Мгм. Не могу ничего сказать про это. Самолет падает, да? Он продолжает падать без того, чтобы менять курс, или все-таки меняется курс? Ну, не... Я про измену курса, смену ничего сказать не могу, и как Мгм. будто бы меня это вообще даже не парит. А что тебе сейчас? Да и уже упал куда-то на какую-то Упал. землю, на землю, не в Мгм. воду. Посмотри, где это? Это место, где упал самолет. Для меня здесь тепло. Он же летел над морем. Может, какой-то остров или что, потому что он небольшой. Так Ну, то он есть я вижу воду вокруг. упал не без того, чтобы им управляли? Или управляли до этого острова? А там как-то все отключилось. То есть самолет сам себя... Он падал камнем или он еще летел? Больше по, Ста- с- ну, не камнем вниз, а по Мгм, еще пытался лететь. Он больше мгм. планировал, чем летел. Планировал, да. Но у него все равно половина, условно, я вот после, если смотреть, То есть половина обшивки. половина салонов, левая часть вот в порядке, а М. правой нету. Он или где-то развалился это, или обгорел, или что. Ну, потому что от корпуса я вижу только левую часть, если смотреть с головы. То есть он при падении еще теряет какие-то части своего с правой стороны, да? Отрывается в полете. Это может быть, ну, я не вижу причину, куда делась вторая часть, но я Мгм. ее не вижу, и На, условно он не на на земле земле. раскололся Мгм. пополам, взял как яблочко. Я не вижу этой второй половинки. А посмотри, вот самолет упал, кто-то выжил. Я слышу какой-то плач. Мне кажется, ну, и были выжившие люди, потому что я слышу какой-то Мгм. надрывный плач. Чуть ли не детский, в смысле детский, там, женский такой, невзрослый, Мгм. надрывный какой-то. Были люди при падении живы. Что опять же слышно стоны какие-то, Мгм. в основном в хвосте, но Эт- их немного. Этот остров, он обитаем или не обитаем? Ну, какой-то небольшой. М, Вокруг, ну, вокруг вода, и он на Мгм. таком, такая, как лапка, как это скажем, как пальцы расставленные, вот он на одном пальце таком. Не, скорее необитаемый, тут что-то с остальным тоже что-то не очень, просто кусок образований, там, не знаю, скальных каких-то или
торчащих из воды. Мгм. А посмотри, на сегодняшний момент, Как выглядит на это все? 18 сентября 2025 года, кто-то еще остался жив? Нет, нет, нет. Все умерли, да? Ну, мне так кажется, да. Почему никто не смог найти место падения этого самолета? Интересный вопрос. Можно же было рассчитать, правда? Да. Так, давай еще раз. На счете три тебе придет ответ. Почему это место не было исследовано и не нашелся этот самолет? Один, два, три. Так, почему у меня нет ответов? Должен же быть какой-то ответ на этот вопрос. Кто-то постарался убрать, завуалировать. Не знаю, но вот ты спрашиваешь, а меня На счете никуда не три, уносит. на счете три ты получишь ответ. Кто-то пытается эту информацию заблокировать. Один, два, три. Скорее очистить информацию в информационном Мгм. поле. О, у меня голова начала болеть. О, Из-за чего? На счете как три какое-то воздействие. перед тобой тот самый, кто это воздействие сделал. Один, два, три. Кто появился? Ну, какой-то, кто-то, не знаю, кто это. Снимается маски, голограмма. С него один, два, три. Кто-то такой. Ну, человек какой-то, Человек. который прячется за каким-то образом какой-то сущности. То есть так, чук-чук, я... Это человек тот, кто исполнитель или кто? Какой-то специальный человек, который эту, Камуфлирует это, да, да? должен Прячет. это спрятать. Мгм. На счете три. Он замирает перед тобой. Один, два, три. Заставь его на счете три, чтобы он выдал всю информацию, почему прячется эта информация. И кто это хочет. Ну, он, мне кажется, не скажет так себе. Он Нет, тоже он такой. скажет, потому что он воздействовал на тебя, он обязан сказать. И чем больше мы хотим узнать, тем больше он скажет. На счете три он получает воздействие в 1000 вольт. Один, два, три. Он хочет говорить. Меня куда-то унесло. Почему несло? М, Ну, он тоже не лыком шит. Хорошо. На счете три. 10 000 вольт. Один, два, три. Типа мы сейчас будем кидаться этими огненными шарами, Да, да? да, будем За кидаться. ты мне, я тебе. Да, он в твоем поле, он тебя агрессирует. Он под твоей власти. Он обязан сказать все. Играет в молчанку? Но это он должен прикрыть это все в информационном поле. Почему? Почему должен прикрыть?
От У него чего? такая задача. Он, Кто такую задачу поставил? ну, условно, он на работе всего лишь, он Он кто? начальство. Ну, Кто? какой-то, если можно сказать, придворный маг, да? То есть, ну, в Мгм, современных реалиях, кто мгм. обладает способностями вот как раз по зачистке информационного поля, он всякими Это от инструментами пытается. Малайзии? Я не знаю, но человек, скажем, не белый, как это скажем, Мгм, он внешне, я не отличаю эти национальности, мгм. он как раз имеет черные волосы и раскосые глаза. Ну, ты спроси, он малазиец? Говорит, соглашается, но тут какое-то лукавство. Лукавство, да? Ну, то есть у меня они, эти национальности на одно лицо. Мгм, Но он высокий, он не низкого роста, он высокий, в костюмчике. мгм. Спроси у него, как называется этот остров, где находится самолет? Не знаю, вряд ли, конечно, это мне в голову как название японских островов идет, но это Мгм, же далеко, это же вообще мгм. не там. Он играет из-за того, что это все связано с возвратом страховочных оплат. М-м. Ну, я на слово страховка никакой реакции Мгм. не имею. Тут какое-то больше, условно, замести следы по косяку. Почему То есть, замести? Это же... ну, кто-то косякнул, сильно косякнул, и нужно Мгм, это мгм. скрыть. Это власти Ошибка. Вот Малайзии? чья-то была ошибка такая очень страшная, скажем. Это руководство авиалиний? М-м. Может, что-то скорее... Нет, это не авиалиния, а кто-то Это другой. это с состоянием самолета, техническим состоянием самолета? М. Я вот сейчас думаю, а не была ли та красная точка какой-то, условно, не знаю, ракетой? Мгм, Это какой-то косяк такой мгм, дурацкий, который надо прикрыть. мгм, Даже, может, когда своих случайно мгм. убрали. Отправься на счете 3 к той самой красной точке. Один, два, три. Посмотри, это что, ракета? Оно мне все равно, вот пока летит рядом, на энергетическом плане воспринимается как это скажем, как возмездие, Мгм, как вот акт такой, мгм. Кармический ну бумеранг, да, да? как Но, все но по-честному. это на энергетическом, а на физике. Что там эта красная точка? Что с собой представляет? Посмотри, эта красная точка соприкасается с самим самолетом. М, Не могу сказать. Ну вот Хорошо, летят они рядом и летят. хорошо. А как там дальше? Марина, на счете три. Ну, по ощущениям, вот что надо было прикрыть косяк, это Мгм. вот так вот. И сказать тогда уже получается, что все как-то Марина, так вышло. хорошо, на Мгм. счете три мы приглашаем перед собой командира самолета Захари Ахмада Шаха. Один, два, три. Он появился.
Ну, какой-то персонаж есть. Это тот самый, Ну, который был внутри самолета. а я не смотрела ему в лицо. Хорошо. А сканирую его. Это тот самый человек, который является командиром по имени Захари Ахмада Шаха. Ну, пока не меняется. Мгм. Хорошо. Спроси у него, что это за красная точка на экране локатора? Было определено как, ну, физический объект, летящий рядом. Мгм. Спроси у него, что случилось с самолетом? Что он может сказать по поводу аварии самолета? Из-за чего произошло? Дай-ка команду по качественному получению информации. Хорошо, на счете три. Четко получаешь информацию от Захари Ахмадашаха, от его души. Что случилось с самолетом? Почему произошла авария? Один, два, три. Ну, тут ракета, наверное, и попала туда. Ракета попала в правую часть самолета. Вероятно. Я не вижу четко этой картинки. Мгм, мгм. Что он еще может сказать об этом полете? Кто мог пустить ракету? Но вижу, с земли пускают. Это с земли или с Это какого-то корабля? с земли, мне кажется. Как будто бы такое как-то, как это скажем, даже не веря, что она запустится. Знаешь, когда дети поиграть пришли, там, дай Мгм, нажму на мгм, кнопочку, мгм, о, полетела. Так, о, мгм. капец. Это что за страна пустила такое? С какой территории? Не знаю, не могу сказать. Хорошо. А теперь тебе придет информация, куда эти души попали, жертвы этой аварии. На счете три. Один, два, три. Сейчас, подожди, у меня еще этот Захари тут сидит. Мгм, мгм. Еще с ним что-то. Мы его вызвали. Где он находился? Не знаю, подожди, чего ты еще здесь сидишь? Он, ну, что-то, наверное, еще хочет сказать или может сказать. Может сказать. Чего мы должны знать об этой аварии? Ну, сейчас он сожалеет о том, что так произошло. Мгм. Какой урок мы должны извлечь для себя из этой аварии, которая произошла с ними? Мы? Да, Мы как люди? мы как люди, да. Ну, здесь все та же гордыня играет. Гордыня у него, еще гордыня играет, Не да. сейчас, сейчас нет. А вот опять же я вернулась к началу его Мгм. разговора, того, к ощущениям. То есть нужно усмирить гордыню. Ну, относиться к окружающим так, что они тоже имеют Мгм. место быть и право, и голос, и быть умнее, чем ты. Ты знаешь, как будто вот такой вот все обстоятельства для его персонального такого
урока Мгм. были. Ну, то есть, опять же, как все проигрывалось для вот личной постановки, Мгм. повторяющейся этого Этот узел человека. кармический, он изжит? М-м. Ну, как бы он сейчас, конечно, весь сожалеет и все такое, но ведь в моменте у него опять не получилось, условно проявить сострадание, а не гордыню. Ну, то есть Мгм. проявить лояльность какую-то. Но это сейчас он осознает, он может свою гордыню усмирить. Сейчас-то он понимает, но как сыграет в следующий раз, он не знает. И будет ли он помнить об этом, да? Конечно, не будет. Конечно, не будет. И как Мгм. сыграет в следующий раз, он не уверен. И как бы сожалеет, что опять столько, опять получилось всё не А так. спроси у него, где он находился до сих пор, с 2014 года по 2025, его Да. душа. А что, уже столько прошло? Да. Ну, как будто по ощущениям, вот, ну, назовем это в чистилище, но это Мгм. личная ведь для каждого Мгм. обстановочка, где он вот переживал этот момент. Мгм. Ясно. Хорошо. Откроем на счете 3 портал для него. Один, два, три. Он может туда вернуться. Один, два, три. Закрываю портал. Хорошо. Мгм. Как ты себя чувствуешь, Марина? Хорошо. Ну вот все это, мне кажется, вот еще раз повторю, было вот сыграно для этого М, человека, а мгм. все остальные обстоятельства, они подтягивались. Как бы это ни грустно звучало. Да, то есть это закон причины и следствия в действии, да? Мгм. И все те люди. То есть интересно еще с точки зрения какого-нибудь человека посмотреть, который присутствовал, словно и который когда-то бросал камень, и который присутствовал Мгм. сейчас. Если он получил этот урок, да? Мгм. То есть он же тоже может Да. выйти как-то из этой тусовки и больше с ними не гулять в эти А давай не очень хорошие обстоятельства. на счете три, на счете три отправимся до момента взлета самолета. Ну, подожди, я уже вот условно переживаю за одной женщиной. Мгм. Она, как это скажем, они тоже каждый должны... Вот это Вот. конкретно эта женщина, она не очень хорошего, как это скажем, все мне должны, Мгм. что вы тут Мгм. словно расселись, дайте пройти, нужно Мгм. мне это, мне то. Мгм. То есть, ну, вот Тоже эго. в ее характере, в ее вот речах вот это вот все тоже. Она здесь вечно недовольная, что-то ей там и не то принесли, и тут соседи храпят, и все вот это вот главная такая. То есть это... Давай еще кого-нибудь посмотрим в этом самолете. Мгм. Ребенок, девочка. Ребенок тоже успел. Но она тоже уже растет такой, как это скажем, Мгм. тоже все мне должны. Слушай, ну тут у каждого вот это свой Эго. личный. Все мне должны. Тут все собрались звезды одни. Мгм. Мгм. Так что они тоже из жизни в жизнь, наверное, дружно проигрывают. Мгм. Вот что камень они тогда кидали, тоже же были звезды в этого человека первого. Ну, в смысле, условно, звезды. Лучше, чем, как бы лучше, чем Да. он. Ну, все такие, да?
Ну, я вот пяток посмотрела, у Мгм, них у всех мгм. звенит это чувство. Хорошо, Марина. Давай на счете 3 отправимся до того, как момента, как самолет летит. Взлетает. Да, Один, два, три. я в салоне. Мгм. Формируем. Я формирую на счете 3 сферу с энергии абсолюта. Один, два, три. Информирую эту сферу о всей информации, которую мы получили в ходе исследования вот этого инцидента, о всей той информации, которую мы связываем этот инцидент с с кармической связью между ними, всех тех воплощений, которые у них совместно было, о том уровне эго каждого, который является причиной вот этого урока, который еще не до конца усвоен. Так. И на счете 3 отправляю вот эту сферу в этот салон самолета, дабы все ознакомились. Один, два, три. Знаешь, вышел из салона только один человек, а все Мгм, остальные продолжают быть мгм. лучше других. Вышел Хорошо. только один Который человек, осознал. который смотрит какой-то условно, не знаю, как это скажем, хочешь сказать, учитель какой-то, тоже он Мгм, темные волосы, раскосые глаза, мгм, желтоватая кожа. И он так хлопает глазами на все это, и он не фонит в нем вот это вот мгм, все. мгм, А мгм. все остальные все равно продолжают То кудахтать есть о превалирует вот недовольстве. это, которое не позволяет ему знать. Хорошо, но это их уроки. Да-да. Мгм, И вот один человек хлопает глазами, мгм. типа, что это такое, да. Хорошо, на счете 3. Марина, отключись от этого. Но мне хочется человека теперь куда-то направить, Хорошо, раз давай, он вышел, чтобы он здесь не давай, оставался. давай. Давай поможем ему. Да, проведем его. Мгм. Куда мы его направим? А я попросила высших светлых помочь, и Мгм, чтобы сами разобрались. мгм. Хорошо, хорошо. На счете 3 отключись от этой тематики исследования. Один. Сейчас, подожди, да, давай. Что еще? Нет, все, больше ничего нет, я просто Мгм. отключаюсь. Один, два, три. А теперь, Марина, на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, два, три. Повышаем на 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. Один, два, три. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело легко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание более ясно становится, а тело легким и наполненной энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь. Ощущаешь приятную свежесть сознания. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной силой. А сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние.
Как твои ощущения? Нормально. Хорошо. Мгм. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марины, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. И если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.